Всем привет! На YouTube много видео очень об устройстве КПП, о том, из чего оно состоит, как там все это работает, но почему-то нет информации о том, как нужно ездить на ней, что вредно для коробки автоматической, что не вредно. Ну, то есть, такие банальные вопросы, как стояние в пробке на драйве, вызывают ряд разных мнений, причем большинство почему-то имеет ошибочное мнение. По поводу прогрева, например. Давайте разберемся. Сейчас я на доске схематично обрисовал устройство коробки. С камеру переключим на фронталку и посмотрим. На примере реальное КПП я не думаю, что будет все достаточно понятно. Это все, во-первых. Во-вторых, само устройство КПП вы можете посмотреть на YouTube. Очень много каналов, где в полном объеме это все изложено, и мусолить одно и то же как бы нет смысла. И тем, кто не особо силен в технике, намного проще будет восприятие с схематической зарисовки, скажем так. Ну, сразу предупрежу, художник из меня так себе, поэтому смотрим, в общем. Итак, что нам потребуется? Значит, сам корпус АКПП с пакетами фрикционов, гидроблок, масляный насос АКПП и гидротрансформатор. И непосредственно часть, передающая момент от двигателя, от коленвала на гидротрансформатор, это маховик. Все, в нашем объяснении потребуются только эти элементы. Никуда углубляться мы не будем. Маленько зайдем, расскажем, как оно работает, то есть немного в гидроблоке, немного расскажем о гидротрансформаторе и масляном насосе, и о пакете фрикциона. Ну, то есть там информация будет достаточно легкая к восприятию, и вопросов ни у кого, в принципе, не возникнет. Не должно, по крайней мере. Ну, если возникнут, пишите в комментариях вопросы. Запишем отдельное видео, как что устроено поподробнее. Итак, начинаем с того, что как у нас, собственно, все это работает. Здесь недорисован карданный вал. Уже идет. Ну, это на примере заднеприводной. Переднеприводная, в принципе, устроена так же, только у них идет редуктор уже непосредственно в корпусе. В принципе, суть одна и та же. Здесь у нас идет кардан из коробки. Так, смотрим. Значит, маховик прикручивается к корпусу гидротрансформатора, к так называемому ротору, на жесткую сцепку, то есть прикручивается болтами. Сам маховик прикручивается к коленвалу болтами. То есть понятно, что маховик и ротор гидротрансформатора вращаются вместе с коленвалом, и это неотделимые части. Далее из коробки выходит вал первичный. Он проходит насквозь масляный насос, и он не крутит масляный насос, сам этот первичный вал. Он входит в гидротрансформатор, в реактор. То есть там есть два колеса реактора в гидротрансформаторе. И в одно из этих колес входит первичный вал коробки. Это колесо-реактор вращается с оборотами первичного вала. То есть, когда вы, допустим, обороты двигателя, если у вас отличаются от оборотов первичного вала, то это не связанные части. То есть, корпус, ротор, то есть гидротрансформатора вращается с одной скоростью, а колесо-реактор, которое в прямом зацеплении с первичным валом коробки,
вращается с другой скоростью, со скоростью первичного вала. Это необходимо знать. Далее, масляный насос устанавливается в коробке. Поскольку у нас первичный вал входит в зацепление с ротором, с реактором, и не приводит в движение масляный насос, его нужно как-то крутить. На самом гидротрансформаторе, на корпусе, еще в народе называют его бублик, есть такие проточки. Так вот, они как раз и входят в зацепление с масляным насосом. Следовательно, масляный насос, корпус гидротрансформатора и маховик двигателя, равно как и коленвал, вращаются вместе как неразделимые. То есть масляный насос, независимо от того, какая передача, независимо от того, какая скорость, постоянно дает давление масла. Далее. Что происходит, когда мы ставим драйв? Не дорассказал по поводу давления масла в системе автоматической коробки. На валу имеются такие проточки с колечками тефлоновыми. И в принципе масло передается по всем пакетам фрикционов. Везде, куда нужно его подать, подается по каналам в валу. То есть от гидроблока он идет в определенный канал, по каналу передается уже дальше, куда это нужно. Вот. Давление масла в коробке постоянное. В гидроблоке есть много клапанов соленоидных, то есть электромагнитные клапана есть подпружиненные клапана. Все пружины имеют разную жесткость. И есть один основной клапан, который регулирует само давление. То есть это самый главный клапан. Он имеет свою пружину, и если с торца посмотреть на гидроблок, на большинстве гидроблоков его видно, он стоит, можно сказать, в центре. То есть там углубление. И, как правило, этот клапан зафиксирован шплинтом круглым. И на самом клапане имеются проточки. То есть, вращая сам стопор клапана, то есть упор пружины, мы можем регулировать жесткость пружины. Следовательно, таким образом мы можем сделать давление в коробке передач выше, либо ниже. Соответственно, если оно будет выше, то передачи будут включаться более жестко. Если оно будет ниже, то передачи будут включаться более мягко. Но у каждого из вариантов есть свои последствия. Теперь перейдем, наверное, к первому заблуждению по поводу того, что нельзя на автоматической коробке стоять в пробке на драйве, либо вообще просто долго стоять на месте на драйве включенном. Это все придумано, и никаких последствий для самой коробки это не несет. Поскольку, как я уже сказал ранее, вал первичный напрямую зацеплен с колесом реактором, а корпус зацеплен с маховиком, приводит во вращение колесо-реактор само масло автоматное. То есть в качестве сцепления выступает именно вот этот элемент. Именно маслом движется. То есть в качестве сцепления выступает, по сути, масло автоматической коробки. Почему происходит заблуждение? Многие думают о том, что в качестве сцепления выступают пакеты фрикционов непосредственно. И когда вы стоите на драйве, когда подается нагрузка на двигатель, многие думают, что происходит скольжение фрикционов. То есть из-за того, что недостаточное давление якобы масла в системе, происходит этот эффект
Это все неправда, поскольку есть масляный насос, который всегда качает масло, постоянно, независимо от того, стоите вы или едете, масло качается всегда. Данный клапан служит как байпасный, то есть он регулирует давление. В автомате в корпусе есть два датчика, которые отвечают за скорость вращения первичного вала и скорость вращения вторичного вала. То есть один из них отвечает за скорость вращения вот этого вала, который зацеплен напрямую с реактором, колесом. А второй датчик отвечает за скорость вращения вала, который передает уже момент непосредственно на кардан. И блок управления уже рассчитывает, какой клапан нужно открыть, повысить ли передачу, либо понизить, исходя из того, какие скорости вращения у этих валов, какие обороты двигателя, насколько открыта дроссельная заслонка. И еще есть такой показатель в блоке управления, как текущая нагрузка на двигатель. Она измеряется в процентах. Так вот, если у вас заслонка дроссельная открыта, если у вас нагрузка на двигатель, допустим, 100%, компьютер считывает через датчики скорости вращения и определяет уже, повысить передачу вам, либо понизить ее и так далее. Вот. Идем дальше. Значит, вот этот клапан регулирует давление в коробке передач. Давление это постоянное, поскольку этот же клапан служит как байпасный. То есть устройство самого масляного насоса в автомате ровно точно такое же, как и масляного насоса в двигателе. И как и в масляном насосе в двигателе, уже в корпусе масляного насоса стоит байпасный клапан, который сбрасывает излишнее давление. Также и в автомате, только с одним отличием. Здесь масляный насос стоит отдельно, а байпасный клапан отдельно в гидроблоке. Вся разница. То есть давление в коробке постоянное. При включении на месте передачи драйв с помощью соленоидов и блока управления открывается один из клапанов. Помимо этого там еще много их. Вот, открывается один из клапанов. Пакет фрикционов. В пакет фрикционов подается масло на поршенек. Поршенек сдавливает фрикционы. Все. Фрикционы у вас находятся в постоянно зажатом состоянии. И они не проскальзывают, поскольку недостатка в давлении масла нет. Иначе у вас бы заморгала лампочка на приборной панели. В зависимости от автомобиля это либо лампочка АТ, либо там овердрайв. То есть, в любом случае лампочка автомата бы заморгала. И вы бы поняли, что недостаток давления или что-то такое. Вот. То есть пакет фрикционов у нас постоянно зажат. В качестве сцепления выступает вот этот элемент. Именно вот этот. Сам бублик, гидротрансформатор, как его там только не называют. Вот. Значит, с помощью определенного устройства колес реакторов, с помощью определенного устройства корпуса, то есть ротора, и под действием центробежной силы масла передается момент от коленвала на первичный вал коробки. И происходит вращение. Следовательно, движение вперед либо назад. Для задней передачи тут еще один пакет фрикционов имеется. Никаких пробуксовок на фрикционах, ничего этого нет. Пробуксовка происходит лишь в момент, когда вы включаете драйв. И эта пробуксовка настолько краткосрочная и быстрая, что то есть она не несет никакого ущерба. И после того, как подается давление, зажимается, все дело происходит здесь. Как вы понимаете, масло
гидравлическая в коробке передач с определенными пакетами присадок. То есть, по сути, это обыкновенная гидросистема. В ней используется обыкновенное гидравлическое масло с определенным пакетом присадок. Вот и все. То есть спокойно можно стоять в пробке на драйве, либо на месте. Независимо. Ну, в общем, неважно, просто на драйве на месте можно стоять. Ничего автомату с этого плохого не происходит. Далее. Какие есть еще заблуждения у нас? Есть еще заблуждение о том, что нельзя буксировать автомобиль. То есть нельзя на автоматической коробке передач буксировать какое-то транспортное средство. Ну, отчасти это так, но отчасти не так. Во-первых, нужно определиться с весом автомобиля, который вы собираетесь тянуть на автомате. Если он слишком велик, то тогда, конечно, давление у вас просто не будет хватать до того давления, которое создает масляный насос и клапан поддерживает. То есть для нормальной работы автомата. Его может просто не хватать для силы прижатия фрикционов, и они могут проскальзывать. Но я на легковом автомобиле спокойно таскаю на буксире грузовик, полуторатонник, то есть микрогрузовик японский. И все в порядке, то есть достаточно. Единственное, нужно пользоваться высокоточным прибором, который есть у всех при движении. Называется он 5-я точка. То есть вам нужно чувствовать, что происходит в автомате. То есть включена ли передача, чувствовать, проскальзывает ли он или нет. Не давать резко газ. Чувствовать, когда автомат вот-вот должен переключиться на повышенную передачу, либо пониженную, и в этот момент отпустить газ, чтобы был момент, который передается на фрикционы, минимальный. И тогда можно спокойно буксировать. Если вы собираетесь на легковом автомобиле, конечно, буксировать там запредельные грузы, то выворачиваете вот этот клапанок на максимальное зажатие пружины, тем самым поднимаете давление в системе до максимума и буксируете. Но нужно помнить, что ресурс коробки, точнее уплотнителей в коробке, вот этих фрикционных, тефлоновых колец, резиновых колечек на поршнях в пакете фрикционов, все это будет подвержено более быстрому износу. Так, помимо этого, при буксировке, почему я говорю, нужно отпускать газ, чтобы в момент переключения передавалось как можно крутящего момента от двигателя на пакет фрикционов. Потому что сам фрикционный диск имеет примерно, я уже сказал, художник с меня так себе, Малевич еще тот. Примерно такое строение, тут по кругу. Так вот, сама фрикционная часть находится здесь, то есть которая прижимается поршнем и не дает проскальзывания. То есть одни диски имеют в эту сторону выступы, другие имеют наоборот вовнутрь, такие как зубчики, которые на вал одеваются. Так вот, сам износ пойдет на вот эти зубчики. То есть при ударах их может просто спилить, срезать. Не сразу, конечно, со временем. Здесь вряд ли что срежет, потому что, как правило, диски, которые во внешнюю сторону зацеплены, они стальные, а вот эти уже с фрикционным покрытием, и материал у них более мягкий. То есть необходимо учитывать эти моменты. А так, если какая-то легкая ноша для автомобиля, то буксировать вполне себе можно спокойно. Единственное, опять же говорю, пользоваться тем самым высокоточным прибором, который называется 5-я точка.
и понимать, что происходит в этот момент, когда вы тянете что-то на буксире. Дальше. Что еще? Сейчас переключусь, наверное, с камеры, потому что по видео уже тут. Что еще? По поводу, когда говорят, типа автомат буксует или автомат пинается, я рекомендую, как только вы почувствовали такие эффекты, в первую очередь промыть гидроблок. Не менять автомат, а просто промыть гидроблок. Потому что грязь, даже если вы регулярно меняете масло, поверьте, при разборе автомата с гидроблока очень часто очень много грязи достается, даже если владелец очень часто и хорошо следит за этим делом. Все равно вся грязь оседает там. Так вот, зазоры в каналах этих клапанов, о которых я говорил, которые, собственно, выполняют включение и выключение передач, зазоры там микронные. И если туда попадает какая-то грязь, то просто какой-то из клапанов либо плохо включается, то есть слишком медленно, либо тот момент, когда ему нужно включиться плавно, то есть давление ведь набегает плавно, по каналу масло поступает. Но если клапан подкусывает, то давление достигает определенного момента, когда клапан просто отстреливает. Он открывается на пружине не плавно с поднятием давления, а копит давление и потом просто выстреливает от того, что оно избыточное. И тогда у вас получается пинок от автомата. То есть в первую очередь я рекомендую промыть гидроблок. Вот. Если передача включается плохо, замените масло. Также промойте гидроблок. Еще один момент по поводу прогрева. Все мы знаем, что на морозе, при низких температурах масло имеет свойство густеть. Так вот, не рекомендуется ехать на автомате в холодную погоду сразу. Дайте немножко поработать, потому что масляный насос, вот этот вот, прокачивает масло через радиатор охлаждения. Зачастую в штатном варианте этот радиатор охлаждения является, собственно, тем же радиатором, что и радиатор охлаждения двигателя. Там внутри, в самом радиаторе охлаждения двигателя, просто идет канал трубки, через который охлаждается и трансмиссионная жидкость. Просто дайте немного поработать на холостых двигателю на паркинге, чтобы масляный насос немного покачал масло, немного его разжижил, и после этого включение у вас будет нормальное. Потому что если на холоде вы включите сразу драйв, попытаетесь поехать, вот как раз таки тогда вот фрикционы вот здесь у вас и будут буксовать. Потому что каналы очень маленькие, что в гидроблоке, что в самом валу. И тогда пакеты фрикционов будут буксовать из-за того, что масло густое, и просто давление, то, которое необходимо для начала движения автомобиля, не в полном объеме попадет на фрикционы и не с тем усилием их сдавит, а вы уже начали двигаться, и тогда будет пробуксовка. Поэтому грейте автоматный автомобиль. И не слушайте никого, требуется греть, не требуется, грейте, это требуется. Именно хотя бы для того, чтобы продлить жизнь трансмиссии. Так, что еще? Я думаю, тут в принципе все достаточно понятно. Меняйте вовремя масло, обслуживайте коробку, и все будет хорошо. Почувствовали пинки или наоборот пробуксовки, то есть медленное слишком включение передач,
промойте гидроблок в первую очередь. В большинстве случаев это спасает. И не требуется никаких дорогостоящих ремонтов. Для промывки гидроблока вам даже не потребуется снятие коробки передач. Ну, на подавляющем большинстве автомобилей снятие коробки передач не потребуется. Достаточно будет просто снять поддон и открутить гидроблок, промыть его. Но сами не лезьте в него. Самим не нужно. Лучше отдайте тем, кто знает, как это делается, как он разбирается, как он собирается и так далее. Потому что при малейшей ошибке при сборке, если вы перепутаете какие-то пружинки или еще что-то, то коробка будет у вас работать некорректно. Поэтому самостоятельно лучше не надо. Но так, для справки, если у нас по региону в среднем промывка гидроблока стоит в районе 4000 рублей. Единственный момент, что живем мы в Приморском крае, я живу, и многие коробки передач в сборе без пробега по РФ, бэушные, то есть с Японии, которые приходят, они стоят 5-6 тысяч рублей. То есть, ну, согласитесь, намного проще просто купить контрактную коробку и поставить ее, то есть бэушную, чем промывать гидроблок. Но есть коробки, которые стоят достаточно много денег. Поэтому имейте в виду. Дальше я думаю, нужно будет поговорить еще по поводу того, что происходит с двигателем, как влияет на двигатель. Также состояние в пробках на паркинге, состояние в пробках на драйве. Прогревать, не прогревать мотор, требуется или нет, и так далее. Я думаю, что нужно бы, наверное, вам отписаться в комментариях, в каком формате проще воспринимать информацию, именно для тех, кто не особо силен в механике, и от того, что на видео показывают какие-то элементы и детали узлов и агрегатов, понимание их от этого не увеличивается. То есть в таком формате, в схематичном лучше объяснять, либо все же на практике. Собственно, с практикой проблем нет. Если более интересно на практике, то можно и на практике это все объяснять. Вот. Так что в следующем видео поговорим о двигателе, как на него влияет нагрузка и так далее. Поэтому подписываемся. И все. До следующего видео.